Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам показать две шапки, которые мне очень понравились. Это шапки бини, которые можно использовать как для зимнего вязания, так и для весенне-осеннего, демисезонное можно. То есть в теплую зиму тоже можно их одевать. Тем более, если вы их утеплите флисом, то такие шапочки можно носить вполне зимой. Современные шапки бини, которые облегают голову плотно. И я покажу вам сегодня два варианта. Первый вариант вот сейчас перед вами. Это такая сложная коса у нас идет, сложно сочиненная, плоская. И мы будем сегодня разбирать с вами, как связать данный узор. То есть в данном видео я не делаю мастер-класс шапки, я вам расшифровываю, как связать узор. А уж набрать и рассчитать петли из той пряжи, которая у вас под рукой, которая вам нравится, это уже вы самостоятельно сможете сделать. То есть это не для начинающих мастер-класс, а для мастериц, имеющих средний и высокий уровень мастерства, для которых не составит труда самостоятельно сделать расчет петель. Хочу подчеркнуть, что у этих шапочек у всех облегающая такая форма, то есть они должны быть в натяг на головке сидеть. И ширина этих шапочек обычно где-то 22 сантиметра, то есть в объеме это где-то 44, вот так вот 45 надо будет из этого исходить. Приближаю вам эту красоту, девочки, смотрите, как у нас смотрится эта коса, укрупнила я вам, видите, да, то есть здесь у нас перекрещивания идут в несколько этапов. Вяжется этот узор, плоская коса, на фоне платочной вязки. Это платочная вязка у нас идет в натяг, видите, да, что сильно облегает головку. Сейчас я вам полистаю, смотрите, как устроена макушечка. Вы видите, что у нас здесь идет шов и немножечко посадка, вот так складочка делается назади, да, и у нас макушечки идут, убавки, видите, в платочной вязке. Здесь убавки идут равномерные. Я думаю, что это не составит труда. Приблизительно где-то 5 сантиметров до окончания вашей макушки, то есть это высота сантиметров 20 от начала вязания, делаете убавки, начинаете. Вот. И, в общем-то, остроту макушки вы выбираете самостоятельно. Может быть, кто-то захочет ее более такой, знаете, ну, как бы бывает желающие пышную макушку иметь. Но имейте в виду, что автор, дизайнер, задумал эту красоту именно с такой заостренной немножечко макушечкой. Вот так она смотрится. Сбоку показала я вам. Очень красивая, симпатичная шапочка. Платочная вязка и плоская коса. Очень здесь хорошо это все видно. Самое, конечно, интересное, вы можете связать ее по кругу, не обязательно с таким швом делать. Но, знаете, иногда бывает так, что кто-то любит вязать на 2 спицах, да, то есть не любит круговые спицы, поэтому я сегодня вам узор буду показывать, кстати, поворотными рядами, поэтому при вязании по кругу учтите это. При вязании узора по кругу учтите это. Итак, мои хорошие, давайте сейчас приступаем с вами к вязанию узора. Девочки, для вязания шапочки у меня вот такой вариант есть. Ярнард Харизма. Это турецкая пряжа. И, так, состав 80% шерсть и 20 акрил. В 100 грамм 200 метров. Спицы я использовала для вязания номер 4. Вот такие спицы. Вот. И наш образец, который мы сейчас с вами начнем вязать, я покажу, как вот делаются вот такие вот переплетения. Сейчас мы будем вязать с вами вот этот образец, девочки. У меня 22 петли набрано для образца. Сам рельефный
вот этот узор занимает 6 петель, 8 рядов, высота раппорта, с двух сторон в окружении изнаночной глади, по 7 петель изнаночных. И я уже начала начало, которое вы провяжете единожды, и затем будем постоянно повторять вот эти перекрещивания. Направо у нас будет получаться перекрещивание. А это только в самом начале шапочки вяжется 6 рядов лицевой глади нашей косы. Один раз только вяжется. Поэтому, девочки, сейчас я вам сразу приступаю к вывязыванию косы, а эти 6 петель, 6 рядов в высоту лицевой глади вы свяжете самостоятельно. То есть у вас должно получиться 6 петель и 6 рядов в высоту лицевой глади самостоятельно. После этого мы приступаем к вязанию, скажем так, первого ряда. Значит, вяжем 7 изнаночных. Далее мы вяжем с вами 3 лицевые косы. И перекрещивать будем следующие 3 петли направо. Я это буду делать без дополнительной спицы. Я думаю, что вы тоже, вам лучше это научиться делать, потому что узоры с переплетениями часто встречаются. И если вы технично и правильно научитесь их выполнять, у вас значительно меньше времени и меньше страхов будет браться за такие узоры. Смотрите, берем 3 петли на правую спицу. Нам сейчас надо вот эти 2 петли, которые самые последние косы, они должны у нас сейчас оказаться первые. То есть мы должны поменять первую петлю вот эту на спице и вот эти 2 за ней. Первая петля, которая у нас на спице на правой, мы должны ее оставить за работой. Сзади кончиком спицы я подхватываю ее, выпуская при этом следующие 2 петли. Ну, обычно, это, конечно, зависит от пряжи, ничего с этими петлями не случается, они никуда не спускаются. Мы аккуратно правой спицы кончиком возвращаем их на левую, но они у нас уже перед работой. Вот так технично и просто мы перекрестили петли и провязали их как 3 лицевые. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая. Все. Дальше мы вяжем 7 изнаночных образца. Все четные ряды мы сейчас перевернем второй ряд, так же как и все остальные последующие четные ряды являются у нас изнаночными, и мы их будем вязать, как смотрят петли. То есть 7 лицевых, по центру 6 изнаночных и снова 7 лицевых. Я показывать этого не буду, самостоятельно. Следующий ряд, 3, вяжем. Кромочную сняли 7 снова изнаночных. И снова будем делать перекрещивание. Значит, вяжем 2 лицевые косы. И следующие 3 петли будем перекрещивать с вами направо снова. Так, чтобы вот первая петля оказалась за работой, а эти 2 следующие перед работой. То есть мы 3 петли переснимаем на правую спицу. Первая петля у нас остается за работой. Вот таким образом, видите. Следующие 2 петли я возвращаю на левую спицу с помощью правой спицы и вяжу все это лицевыми петлями. 3 лицевые. И еще 1 лицевая в косе у нас уже еще осталась. Вот таким образом мы связали. И далее 7 изнаночных. Связали. Переворачиваем. И у нас далее идет снова 4-й ряд, как смотрят петли. Следующий ряд у нас с вами 5. Вяжем его следующим образом. Снова у нас 7 изнаночных вяжутся.
подходим к косе и вяжем. Первая петля лицевая, далее следующие 3 петли перекрещиваем также направо, то есть снимаем 3 петли на правую спицу, первая петля за работой, следующие 2 петли перед работой, поменяли местами и провязали лицевая, лицевая, лицевая. И еще остались в косе 2 лицевые. 7 изнаночных до конца ряда вяжем. Кромочная, изнаночная. Все переворачиваем и 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 7-й ряд вяжем. Кромочную сняли 7 изнаночных. И далее перекрещиваем 3 петли направо. Снимаем 3 петли на правую спицу. Первая петля за работой, следующие 2 петли перед работой. Поменяли их местами. Вяжем лицевая, лицевая, лицевая. И еще 3 лицевые остались. 1, 2, 3. Связали. И осталось еще 7 изнаночных. Вот таким образом мы завершили с вами, значит, вывязывание нашей косы, переворачиваем и 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. И вот у нас связанная коса. У меня здесь уже 3 раппорта подряд связано в высоту и косы. И вам тоже, девочки, надо связать и такой образец для расчета плотности. Шапочка номер 2 очень похожа на шапочку номер 1, только узор другой. А так конструктивно она тоже вяжется, значит, очень похожей формы, заостренным такой макушечкой. И у нас здесь используются вертикальные узорчики. У нас используется такая интересная дорожка рельефная из 2 петелек. Я покажу, как я придумала ее вязать. Возможно, вам понравится какой-то свой вариант, но я вот именно так расшифровала. Я вязала поворотными рядами эту красоту, и я покажу, что у меня, собственно, получилось. Я вам сейчас приближаю этот узор. Вот здесь очень хорошо это видно. У нас идет сочетание одной лицевой петли и на фоне изнаночной глади. Здесь используется изнаночная гладь, 2 петли между вот этими узорами, то есть между лицевой и вот этой рельефной жгутом, этим рельефной вязкой, по 2 изнаночных идут. Петельки самостоятельно также будем считать, а я показываю вам, как связать этот красивый вот этот жгут, свое видение этого узора. Давайте тоже также вам, значит, вот в таком цвете шикарном тоже это можно сделать. Цвет кофе красивый, очень мне нравится цвет тоже. Вот, узор симпатичный, красивый тоже узор. Приблизила, насколько смогла. Давайте посмотрим на макушечку. Смотрите, обращаю внимание, как отделан у нас переход. То есть вот здесь подворотик маленький, да, он у нас выделяется. Как сделать такие подворотики? Это очень много на эту тему видео можно забить на YouTube. Как сделать, выделить отворот у шапки. Поэтому я этого касаться таких нюансов не буду. Наше главное это расшифровать узор. И вот так макушка, здесь шов тоже. Вот так, смотрите, как у нас идут убавочки. Ну, естественно, по изнаночной глади убавочки идут. Это хорошо видно, да. И вот здесь вот они у нас острой макушечкой такой смыкаются. Затем вот здесь еще тоже пересечения идут, когда изнаночный заканчивается, у нас уже убавки идут, собственно, в самих вот в этих в лицевых уже петельках тоже убавки идут. Макушка аккуратная, красивая. Здесь, конечно, тоже опыт нужен. Симпатичная модель в таком вот цвете, тоже ярком. Она смотрится неплохо, да. Можно, конечно, что-то поменять,
Тоже присбаривается в носке сзади. Вот такая вот форма у нее. Флис, если зимой используете, то же самое. Пожалуйста, вшивайте туда флисовую подкладку, и будет у вас зимняя шапочка. Весенняя шапочка, осенняя шапочка и зимний вариант с флисом. Итак, приступаем к вязанию узора. Так, девочки, вот так выглядит образец, который мы сегодня будем с вами вязать. И я просто хотела показать вам спицы. У меня номер 5 используются, круговые. Так, и вот такой вариант я предлагаю. Зимняя премьера, пехорка, пряжа толстая. В 100 грамм у нас получается 150 метров, 50% мериносовой шерсти, 50% акрил. Очень хорошего качества пряжа. Россия. Толстая, мягкая, идеально. Хороший вариант бюджетной пряжи для шапочки. Шапочка получается очень мягкая и очень тепленькая. Я начала вязать образец, девочки. Любое количество петель набираете кратное 7 для образца. У нас раппорт составляет 7 петель и всего 2 ряда в высоту. Собственно, здесь нет никаких таких вещей, которые бы вас поставили в затруднение. И 2 ряда я вам сейчас покажу. Это вот это у нас красивая рельефная получается коса. Итак, приступаем с вами к вязанию первого ряда нашего узора. Кромочную я снимаю. Ну, этот образец вы будете вязать шапочку по кругу, поэтому никаких кромочных у вас не будет. Вяжем 2 изнаночные первые. Дальше, смотрите, будем сейчас перекрещивать вот эти петельки, 2 налево. Снимаем 2 петли, меняем их местами. Первая петля перед работой, за ней петля за работой. Поменяли, перекрестили, да? Смотрите, и теперь вот эту петлю, которая за работой, надо провязать изнаночной, а которая перед работой лицевой. Дальше вяжем 2 изнаночные, лицевая. Раппорт связан. Второй раппорт также вяжем 2 изнаночные, меняем 2 петли, перекрещиваем налево, меняем их местами. Первая петля перед работой, вторая за работой, поменяли их местами. И та, которая за работой, провязали ее изнаночной, та, которая перед работой, провязали лицевой. Снова 2 изнаночные, лицевая. Все, второй раппорт связали. Итак, самостоятельно вяжем до конца ряда. Раппорт второго ряда начинается у нас с 1 изнаночной, первую петлю. Мы ее провязываем изнаночную. Затем у нас 2 идут лицевые. И вот там, где у нас шли перекрещивания, мы вяжем 2 изнаночные. Изнаночная 1, изнаночная 2. И снова 2 лицевые. Все, раппорт связан второго ряда. Второй раппорт также вяжем. Начинаем, значит, у нас изнаночная, 2 лицевые. Там, где петли перекрещивались, вяжем изнаночная, изнаночная. И снова 2 лицевые. Вот таким образом вяжется и второй раппорт. Ну уж я довязываю до конца этот ряд. Все. Сейчас мы перевернем на лицевую сторону вязания, и вы увидите повтор ряда. Будет сейчас с первого ряда повторяется наш, собственно, узор. Вот так это вяжется. Получается такая рельефная, красивая коса. Ну, жгут, я не знаю, как его назвать. Необычный, красивый узор. Все, мои хорошие. Вот так все просто.